Глава 1261. Объединение сил. Почему ты здесь? Ты тоже достиг стадии божественной трансформации. Эта женщина в серебряном одеянии была, естественно, никем иным, как фениксом 10-го ранга, с которой Хань Ли виделся много лет назад, и на ее лице было довольно напряженное выражение. Она лично была свидетелем того, как Хань Ли прорвался со средней стадии зарождающейся души на позднюю, и теперь он находился на стадии божественной трансформации. Разве он не слишком быстро продвигался в своей культивации? В конце концов, в этом мире было более 100 культиваторов на поздней стадии зарождающейся души, но из них лишь несколько культиваторов смогли достигнуть стадии божественной трансформации. Хе-хе, ты также достигла стадии божественной трансформации, не так ли? Я не знаю, как ты узнала об этом месте, но ты явно прибыла сюда из-за пространственного узла. В таком случае, я думаю, что мы должны работать вместе. В конце концов, мы не первый раз помогаем друг другу, хмыкнул Хань Ли, послав ей передачу голоса. Как только его голос стих, молния и огонь, которые яростно бомбардировали ветряные столбы, внезапно исчезли, и ограничение поблизости, казалось, отключилось само по себе. 4 культиватора формирования ядра внизу, естественно, также слышали передачу голоса Хань Ли, и их лица сразу же одновременно побледнели, узнав, что эта женщина была демоническим чудовищем стадии божественной трансформации. Все они поспешно отошли в сторону в знак уважения, словно они пришли сюда с одной единственной целью — поприветствовать женщину в серебряном одеянии. Ледяной феникс на мгновение замолчала, а затем вскинула брови и бросила взгляд на 4 культиваторов формирования ядра. Затем она превратилась в шар серебряного света и полетела к острову внизу. 4 подчиненных Хань Ли одновременно вздохнули с облегчением и поспешно полетели вслед за ней в самый большой павильон на острове. Женщина посмотрела вдаль и увидела молодого человека в лазурной одежде, который стоял у входа в павильон и смотрел на нее с улыбкой на лице. Он был никем иным, как тем самым отвратительным человеческим культиватором, которого она в последний раз встречала более 100 лет назад. У женщины в серебряном одеянии не было дружелюбного выражения на лице, когда она остановилась на расстоянии более 100 футов от Хань Ли и спросила: «Значит, ты тоже знал, что на этом острове находится пространственный узел, раз прибыл сюда раньше меня?» «Да, даосист господин Хань». Хань Ли улыбнулся и пренебрежительно махнул рукой своим 4 культиваторам формирования ядра, и они сразу же разошлись по своим делам. Только тогда он медленно ответил: «Ты уже здесь, так к чему такая спешка? Пространственный узел не очень далеко отсюда. Может, я провожу тебя к нему после того, как мы быстро поболтаем? Мне ни о чем с тобой говорить. Ты действительно думаешь, что сможешь запугать меня только потому, что ты тоже достиг стадии божественной трансформации?» Выражение лица женщины стало еще более холодным, и, несмотря на то, что она говорила, в ее голосе звучали нотки настороженности. «Ты ищешь пространственный узел, что означает, что ты также пытаешься вознестись в мир духов, как и я. Я думаю, что мы можем работать вместе», — сказал Хань Ли со спокойным выражением. «Ты хочешь, чтобы я работал вместе с таким человеком, как ты?» На лице ледяного феникса появилась насмешка. «Я уверен, что ты уже знаешь о том, что случилось с господином даосистом Сином и другими. В противном случае ты бы здесь не появилась. У тебя есть пространственные способности, которые позволяют тебе проходить сквозь пространственные разломы, как тебе вздумается. Эти способности будут очень полезны перед лицом силы границы между мирами в пространственном узле. Ты также была свидетелем моих способностей, и я верю, что ты согласишься с тем, что мои способности не уступают твоим. Я также обладаю 2 божественными духовными сокровищами, так что я не стану для тебя обузой. Если мы объединим силы, войти в пространственный узел будет гораздо безопаснее, чем поодиночке. Я слышал, что старый дьявол Чо вошел в другой пространственный узел, он не оставил позади лампы первичной души, поэтому мы не знаем, что с ним произошло, но пространственный узел, в который он вошел, был еще более хаотичен, чем этот, поэтому я не слишком оптимистичен относительно его шансов на выживание, либо Хань Ли пытался убедить ее неторопливым голосом. В глазах женщины в серебряном одеянии вспыхнул холодный свет, и она ответила: «После достижения стадии божественной трансформации моя продолжительность жизни увеличилась более чем в 2 раза. Я могу оставаться в человеческом мире десятки тысяч лет без каких-либо проблем. Так зачем мне торопиться вознестись в мир духов? Это может быть правдой, но ты думаешь, что пространственный узел будет ждать тебя десятки тысяч лет? Если ты упустишь этот пространственный узел, думаешь, что легко сможешь найти другой в будущем?» С легкой улыбкой на лице Хань Ли погладил себя по подбородку. «Что ты хочешь мне этим сказать?» Женщина в серебряном одеянии слегка изменилась в лице от услышанного. «Ничего такого. Я только хотел сообщить тебе о том, что этот пространственный узел сможет поддерживать себя только в течение примерно 100 лет, а затем он разрушится и исчезнет.
Если ты уверена в своей способности найти более подходящий пространственный узел, через который сможешь войти в мир духов, притворись, что я ничего тебе не говорил, хмыкнул Ханли. Женщина в серебряном одеянии слегка запнулась, услышав это, но затем на ее лице появилось скептическое выражение. Какое удачное совпадение. А может, ты просто врешь мне? Ханли не спешил форсировать проблему. Вместо этого он сменил тему и сказал: ты узнаешь, говорю ли я правду или нет, и если останешься здесь и лично понаблюдаешь за этим пространственным узлом в течение нескольких дней. Я должен уйти на время, чтобы поискать методы предотвращения этого. Я оставлю здесь одну из моих учениц, чтобы ты могла поговорить с ней, если у тебя возникнут какие-то вопросы. Конечно, если ты сможешь дать моей ученице какие-либо наставления в моё отсутствие, я буду от всего сердца благодарен тебе от имени моей ученицы. Ты собираешься покинуть этот остров. Похоже, что ты действительно планируешь вскоре получить доступ к этому пространственному узлу. Пусть будет так, поскольку твое предложение звучит искренне, я останусь здесь на некоторое время. Однако, если я обнаружу, что ты мне врал, я немедленно уйду. Ледяной Феникс была слегка озадачена словами Ханли и только неохотно кивнула после долгого периода созерцания. Ханли, естественно, был в восторге, что она согласилась сотрудничать с ним. Таким образом, он немедленно поднял руку и послал в воздух полоску огненного света, которая исчезла во вспышке. Это был талисман передачи голоса. После этого он немного поболтал с женщиной в серебряном одеянии. Тем не менее, она, похоже, не особо хотела разговаривать с Ханли и замолчала, обменявшись с ним парой коротких фраз. Ханли оставался равнодушным к ее отчужденному поведению, но также отказался от дальнейших попыток завязать разговор. Через некоторое время с того направления, где находился пространственный узел, приблизилась полоска белого света и опустилась рядом с Ханли. Белый свет потускнел, раскрыв стройную женщину в желтом платье с красивым лицом. Это была Тянь Циньер. Тянь Циньер отдает свое почтение уважаемому мастеру. Девушка почтительно поклонилась и отошла в сторону. Так это твоя ученица. А это телосложение плачущего дракона. Женщина в серебряном одеянии перевела взгляд на Тянь Циньер, и на ее лице появилось удивленное выражение. Ханли сказал с улыбкой на лице: это действительно так. Моя ученица женщина, но она обладает уникальным телосложением, которое не встречается у мужчин, и это действительно проклятие, а не благословение. Я слышал, что ледяная эссенция, культивируемая росой ледяного феникса, чрезвычайно полезна для очищения сущности, а также для уравновешивания энергии инь и ян в теле. Я надеялся, что ты сможешь предложить ей несколько капель этой сущности, чтобы она могла снять проклятие ее собственного телосложения и восстановить ее потенциал для преследования великого Даа. Хотя он особо не рассказывал Тянь Циньер о ее телосложении, на самом деле он потратил огромное количество времени на изучение этого телосложения, и это был единственный потенциальный метод исправления, который он обнаружил. Поэтому он, естественно, не хотел отказываться от этой редкой возможности. Несколько капель. Размечтался. Ледниковая эссенция нашей расы чрезвычайно ценна. Как я могу отдать человеку несколько капель по своей прихоти? Возможно, я подумаю об этом, когда буду в хорошем настроении. Когда-нибудь, усмехнулась женщина в серебряном одеянии. Вместо того, чтобы рассердиться на нее, Ханли сердечно рассмеялся, а затем повернулся к Тянь Циньер со значимым выражением лица. Конечно. Циньер, обязательно послушай эту старшую. Госпожа Феникс останется на этом острове на какое-то время, и ты будешь отвечать за удовлетворение ее потребностей. Узнав, что потенциальное лекарство для ее телосложения плачущего дракона было найдено, глаза Тянь Цинь моментально загорелись, и она поспешно согласилась присматривать за женщиной в серебряном одеянии в меру своих способностей. Ледяной Феникс холодно посмотрела на Ханли, но ничего не сказала. Остальная часть процесса была довольно простой. Ханли лично проводил Ледяного Феникса к пространственному узлу и остался на острове еще полмесяца. Убедившись в том, что женщина в серебряном одеянии не питала зла к Тянь Циньер, он покинул маленький остров и улетел вдаль в виде полоски лазурного света. В середине полета из его рукава появился маленький лазурный котел. «Господин даосист Хань, ты действительно планируешь объединить усилия с этим ледяным фениксом?» Проекция маленького ребенка внезапно материализовалась на крышке котла. Хань Ли повернулся к маленькому ребенку с довольно удивленным взглядом. В последние годы маленький ребенок появлялся очень редко, и то только для того, чтобы попросить у Хань Ли какие-либо материалы или таблетки. Таким образом, его неожиданное появление застало Хань Ли врасплох. Таков план. Она обладает чрезвычайно мощными пространственными способностями, которые будут очень полезны, когда мы войдем в пространственный узел, ответил Хань Ли. Это правда. Раса Ледяного Феникса не унаследовала родословную истинного Феникса, но они унаследовали его пространственные способности.
С ее помощью путешествие немного более безопасным. Однако, разве ты не должны в первую очередь освободить, прежде чем ты покинешь мир людей? Ты забыл об этом? Спросил маленький ребенок. Конечно, нет. Кстати, прошло много лет с тех пор, как я дал тебе полстраницы золотого нефрита. Не пора ли тебе рассказать мне о своих наблюдениях? С равнодушным выражением на лице Хань Ли переключил разговор на другую тему. Мне действительно удалось собрать большую часть содержимого этой половины страницы. Я не могу гарантировать, что эта информация является верной, и я не могу применить ее на практике в мире людей. В конце концов, если кто-нибудь должен был попытаться создать бессмертный талисман в мире с такой редкой первородной мирской ци, то она будет полностью израсходована задолго до того, как талисман будет создан. Ты уверен, что хочешь посмотреть мои наблюдения? Нахмурившись, спросил маленький ребенок. Конечно. Я также планирую забрать полстраницы, поскольку планирую изучать ее, как только вознесусь в мир духов, равнодушным голосом ответил Хань Ли. Раз так, то держи. Маленький ребенок без колебаний поставил ногу на крышку котла. Крышка слегка приподнялась, выпустив два шарика духовного света, один из которых был желтым, а другой зеленым. Хань Ли сразу же поймал их. Это были желтая деревянная коробка и зеленая нефритовая пластинка. Глава 1262. Разграбление всего мира. Открыв деревянную коробку, Хань Ли обнаружил, что в ней была та самая половина страницы, что он просил. Затем он ввел свое духовное чутье в зеленую нефритовую пластинку, и хотя у него не было возможности сразу освоить его содержимое, оно не выглядело поддельным. Хань Ли убрал эти два предмета и повернулся к ребенку с улыбкой на лице. «Ты выполнил свое обещание, поэтому я, естественно, не стану забирать свои слова назад. Я начну использовать секретную технику, чтобы постепенно освободить твое воплощение из небесного котла. Однако этот процесс, скорее всего, займет несколько десятилетий, поэтому тебе придется проявить некоторое терпение, господин даосист бесконечный небесный зверь. Конечно. Я согласен на любое условие, если ты сможешь освободить меня до своего вознесения в мир духов. Маленький ребенок, казалось, был вполне доволен обещанием Хань Ли, и его проекция постепенно исчезла. Некоторое время спустя Хань Ли открыл рот и выплюнул в сторону котла поток зеленого света. Как только лазурный свет коснулся котла, тот быстро сжался и влетел в рот Хань Ли. Почти в тот же момент зарождающаяся душа, которая медитировала в теле Хань Ли, внезапно открыла глаза и взмахнула маленькой рукой, приманив к себе крошечный лазурный котел. Затем она, сделав печать заклинания, подбросила его в воздух. Ее тело мгновенно окуталось лазурным светом, окутав вместе с собой и котел, и зарождающуюся душу внутри, создавая пространство света, сквозь которое было невозможно разглядеть, что происходило внутри. Тем временем Хань Ли изменился в лице и ускорился, мгновенно исчезнув вдалеке. Через некоторое время в различных местах мира культивации стал появляться таинственный культиватор, специализировавшийся на сборе редких сокровищ, секретных техник и искусств культивации. Эти предметы были либо связаны с пространственными способностями, либо обладали чрезвычайно мощными защитными свойствами. Тем не менее, этого таинственного культиватора были очень высокие стандарты, и было очень мало предметов такого характера, которые бы ему действительно понравились. Кроме того, он приходил и уходил очень быстро, изменяя свою внешность и одежду, путешествуя из одного места в другое. Если он нацеливался на какой-то предмет, он либо принудительно покупал его, либо, обходя любое ограничение, воровал его и исчезал без следа. Все знали об этом таинственном культиваторе, что он был непостижимо могущественным, и даже культиваторы зарождающейся души были похожи на беспомощных младенцев перед лицом его поразительной мощи. К счастью, этот таинственный культиватор был заинтересован только в сборе сокровищ и не нападал на людей без крайней необходимости. Таким образом, даже несмотря на то, что секты и силы, потерявшие эти предметы, крайне не желали расставаться с ними, они могли только сетовать на свою плохую удачу. Никто из них не осмелился попытаться выследить это непостижимо могущественное существо. Напротив, обычные культиваторы совершенно не замечали существования этого таинственного культиватора. Таким образом, один год пролетел за другим. Однажды, 70 лет спустя, на вершине безымянной горы, загадочный культиватор стоял с равнодушным выражением на лице, в то время как два пожилых человека смотрели на него с воздуха над его головой. Таинственный культиватор был ученым средних лет, одетым в угольно-черную мантию. Двое пожилых мужчин, стоящих перед ним, были культиваторами на ранней и средней стадиях зарождающейся души соответственно. «Мне все равно, кто вы, но если вы не хотите получить травму, тогда вам лучше отдать мерцающее золотое кольцо, которое вы украли».
То, что вы могли украсть кольцо, несмотря на все ограничения, которые мы установили, указывает на то, что вы, по крайней мере, культиватор средней стадии зарождающейся души. Непонятно тогда, зачем вам опускаться до такого скромного акта воровства? Холодным голосом спросил один из культиваторов, пожилого человека с густыми бровями. Таинственный культиватор путешествовал не очень быстро, поэтому они с легкостью смогли догнать его. Тем не менее, они были весьма озадачены, обнаружив, что они не смогли установить его уровень культивации, поэтому не стали сразу же нападать на него, надеясь сначала убедить его дипломатическим путем. В ответ таинственный культиватор взмахнул рукой и что-то послал к пожилому человеку, который только что говорил. Последний слегка запнулся, а затем рефлексивно поймал предмет, но обнаружил, что это сумка для хранения. На его лице появилось озадаченное выражение. «Мерцающее золотое кольцо очень полезно для меня, поэтому я готов заплатить за него духовными камнями», грубым голосом сказал таинственный культиватор. Пожилой человек, который заговорил первым, взглянул на духовные камни в сумке, и на его лице появилось яростное выражение «ерунда». Мерцающее золотое кольцо – самое главное сокровище нашей секты. Мы не продадим его ни за какое количество духовных камней. В таком случае, боюсь, я больше ничем не смогу вам помочь. «Я не верну это сокровище», — продолжил таинственный культиватор равнодушным голосом. «Тогда мне просто нужно забрать наше сокровище вместе с твоей жизнью». Холодно хмыкнул другой пожилой мужчина с косыми глазами. Затем он открыл рот и выпустил полоску красного света, которая с тревожной скоростью обрушилась на голову таинственного культиватора. Человек явно не хотел возвращать сокровище, поэтому культиватор на средней стадии зарождающейся души планировал забрать его силой. Однако в следующее мгновение произошел невероятный поворот событий. Таинственный культиватор, не используя никаких сокровищ, просто махнул рукой, выпустив всплеск серого света. Как только красный свет столкнулся с серым светом, тот мгновенно отступил, раскрывая свою истинную форму, маленький багровый меч длиной в несколько дюймов, переливающийся холодным светом. Этот меч был в настоящее время пойман в ловушку серого света, по-видимому, потеряв способность двигаться. Пожилой мужчина, выпустивший летающий меч, был потрясен и разгневан, обнаружив, что полностью потерял связь с мечом. Пожилой мужчина рядом с ним видел, что что-то не так, и сразу же взмахнул рукавом, громко вскрикнув, выбрасывая вперед золотой прямоугольный предмет. Объект резко увеличился в размерах, превратившись в массивный золотой кирпич, который обрушился на него, как маленькая гора. Таинственный культиватор, казалось, был весьма заинтригован видом этого золотого кирпича и медленно протянул другую руку к нему. Серый свет вспыхнул ярче, втягивая в себя врезавшийся прямо в золотой кирпич. Не успел серый свет коснуться поверхности кирпича, как на нем погас духовный свет, и тот сразу же уменьшился, потеряв способность двигаться. Затем таинственный культиватор снова взмахнул рукой, и к нему спустился багровый меч вместе с золотым кирпичом. Пожилой мужчина на средней стадии зарождающейся души был по-настоящему взволнован и сразу же сделал хватательное движение в направлении таинственного культиватора. Массивная белая рука внезапно появилась над ученым в черной одежде и обрушилась на него с разрушительной силой. Он явно пытался положить конец жизни этого таинственного культиватора, однако культиватор внизу просто щелкнул пальцем в сторону массивной белой руки. Во вспышке золотого света сквозь белую ладонь пронесся меч белой ци, разрубив ее пополам и превратив в клочки белого света, распавшиеся в ничто. Лицо пожилого мужчины на средней стадии зарождающейся души побледнело при виде этого. Тем временем таинственный культиватор взмахнул двумя сокровищами в своих руках и холодно взглянул на двух пожилых культиваторов. «Если вы думаете, что я предложил слишком много духовных камней, тогда я возьму и эти два сокровища. Теперь вы готовы совершить обмен?» Сердца пожилых людей одновременно застыли. Для них было совершенно невероятным, что этот таинственный культиватор смог забрать у них их сокровища так же просто, как конфетку у ребенка. Что это был за непостижимый серый свет, ни один из пожилых людей не осмелился произнести ни слова. Загадочный культиватор при виде этого усмехнулся, выбросив два сокровища, улетел вдаль в виде полоски лазурного света. При виде этого оба пожилых культиватора помедлили и поспешили вернуть свои сокровища. Затем они взглянули на удаляющуюся полоску лазурного света на горизонте и переглянулись между собой. Через некоторое время пожилой мужчина с густыми бровями нерешительно спросил: «Старший боевой брат, должны ли мы его преследовать?» «Преследовать его? Тебе жить надоело. Он явно просто решил пощадить нас. Если мы продолжим приставать к нему, он может передумать», — смиренно вздохнул пожилой мужчина. «Но мерцающее золотое кольцо — самое важное сокровище нашей секты. Что мы скажем, если не сможем вернуть его?» Пожилой мужчина с густыми бровями все еще не хотел сдаваться. «Мы просто скажем правду. Мы столкнулись с невероятно сильным противником, которому мы не могли противостоять, поэтому нам пришлось его отпустить.
Таков мир культивации. Сильные могут навязывать свою волю слабым, как им угодно, и с этим ничего не поделаешь. Если подумать, мерцающее золотое кольцо тоже не всегда принадлежало нашей секте, и наши боевые предки также просто украли его у другой секты. Нам просто не повезло, что теперь и у нас выкрали это кольцо. А теперь давай возвращаться. Секта все еще нуждается в нас, поэтому мы не можем разбрасываться своими жизнями понапрасну. Пожилой мужчина на средней стадии зарождающейся души криво улыбнулся и улетел в ту сторону, откуда они пришли. Пожилой мужчина с густыми бровями какое-то время стоял на месте, а затем последовал за ним. Высоко в воздухе, на большом расстоянии, таинственный культиватор внезапно остановился, пролетев десятки тысяч километров. Внезапно все его тело и суставы захрустели, и он стал выше примерно на дюйм. В то же самое время лазурный духовный свет окутал его лице, превратив его внешний вид в лицо молодого человека с совершенно обычной внешностью. Этот человек был никто иной, как Хань Ли. По взмаху руки у него на ладони внезапно появилось золотое кольцо. Он осторожно взмахнул им, вызвав множество проекций кольца. Неплохо. С точки зрения только защитных способностей, это сокровище входит в тройку лидеров, которые я собрал за последние годы. На лице Хань Ли появилась довольная улыбка. Пора уже возвращаться, господин даосист Хань. В противном случае ты будешь в полном отчаянии, если пространственный узел внезапно рухнет, прежде чем ты вернешься, раздался хихикающий голос маленького ребенка из-под его рукава. Нет необходимости напоминать мне об этом, господин даосист бесконечный небесный зверь. Я как раз собирался отправляться в путешествие обратно на остров. За последние годы я приобрел некоторые сокровища и секретные техники, но их только 4 из 5 на самом деле полезны. Большинство из них очень известны, но они, конечно, не оправдывают свою репутацию. Они станут практически бесполезны, как только я войду в пространственный узел. Выражение на лице Хань Ли внезапно стало мрачным, когда речь зашла об этом. Ты слишком критично относишься к этому, господин даосист Хань. Ты сравниваешь обычные древние сокровища человеческого мира с духовными сокровищами, такими как твой кипригель 8 духов. Неудивительно, что они тускнеют в сравнении с ним. В любом случае, они лучше, чем ничего. Кроме того, во время твоих путешествий тебе удалось получить больше информации с этой полстраницы золотого нефритового тома. Возможно, эти вещи смогут спасти твою жизнь в трудную минуту, не согласился с ним маленький ребенок. Может быть, Хань Ли дал рассеянный ответ, сжав пальцы в кулак и расслабив их снова. Бесконечный небесный зверь не знал, что самое значительное приобретение, которое Хань Ли сделал за последние годы, не было ни духовным сокровищем, ни секретной техникой, ни даже важным открытием из золотого нефритового тома. Вместо этого было что-то еще. Глава 1263. Возвращение на остров. В течение этих последних нескольких десятилетий Хань Ли регулярно употреблял драконий чешуйчатый фрукт, который он заранее готовил в своей сумке для хранения. Таким образом, его сила уже давно превысила верхний предел человеческих культиваторов. Он посадил драконьи чешуйчатые фрукты в долине падения демонов, и это был один из духовных растений, которые человекоподобная марионетка начала доставлять в пространственный карман. Однако Хань Ли ел по одному фрукту не раз в день, а раз в полмесяца. Лечебный эффект плода был не очень сильным, но если он вовремя не успевал впитать лекарственный эффект, он медленно накапливался в его теле. Если бы эта тенденция сохранялась в течение нескольких десятилетий, его тело не могло бы справиться с негативной реакцией, даже если бы он освоил 3-й слой искусства яркого нефрита. Золотой змеиный король мог съедать по одному драконьему чешуйчатому фрукту в день, поскольку у змей было гораздо более мощное тело, чем у обычных демонических зверей. Из-за того, что Хань Ли провел большую часть своего времени в уединении, готовясь к прорыву на стадию божественной трансформации, он не мог посвятить много времени усвоению этого фрукта и потратил около 10 лет. После этого он остановился и всецело сосредоточился на культивации своего искусства владения мечом лазурной эссенции. Перед тем, как прибыть в море 5 драконов, Хань Ли намеренно наполнил всю сумку для хранения драконьими чешуйчатыми фруктами. Таким образом, у него был постоянный запас этого фрукта во время его путешествия по всему человеческому миру в течение последних нескольких десятилетий, и он смог культивировать искусство закаливания костей, которое он случайно обнаружил в украденной сумке для хранения, что тем самым позволило ему усвоить лечебное действие этого фрукта. В результате Хань Ли был удивлен, обнаружив, что драконьи чешуйчатые фрукты и искусство закаливания костей создали чрезвычайно эффективную комбинацию. Искусство закаливания костей сначала было довольно трудно культивировать, но с помощью драконьих чешуйчатых фруктов Хань Ли смог добиться быстрого прогресса, освоив несколько слоев в течение короткого промежутка, всего за несколько десятилетий.
Если бы он осмотрел свое внутреннее состояние сейчас, он обнаружил бы, что его кости не только стали заметно более толстыми, но и приобрели слабый золотистый оттенок, похожий на цвет его кожи во время активации искусства яркого нефрита. С точки зрения силы, он теперь мог легко поднимать массивные камни весом несколько тонн без использования какой-либо магической силы. Еще более приятным сюрпризом для Хань Ли стало то, что употребление драконьих чешуйчатых фруктов, по-видимому, также весьма благоприятствовало развитию искусства яркого нефрита. Таким образом, когда он культивировал искусство закаливания костей, он освоил и 4-й слой искусства яркого нефрита. Из-за этого наблюдения он предположил, что искусство закаливания костей, скорее всего, действительно было каким-то образом связано с пластиной священного происхождения. Возможно, она была создана по мотивам искусства яркого нефрита. В противном случае, это искусство культивации не стало бы действовать таким же образом, что и искусство яркого нефрита. Овладев 4-м слоем искусства яркого нефрита, он смог развить несколько сопутствующих этому буддийских секретных техник. Используя их в сочетании с искусством яркого нефрита, их секретные техники становились чрезвычайно мощными и способствовали повышению его боевого мастерства. Потребляя драконьи чешуйчатые фрукты, он всегда временно скрывал небесный котел, чтобы бесконечный небесный зверь не узнал об этом. В противном случае, было бы очень подозрительно, если бы он мог регулярно употреблять драконьи чешуйчатые фрукты. Итак, полностью овладев светом божественной эссенции, свет становится серым. Это довольно странно. Я думал, что он станет пятицветным. Теперь, когда ты достиг полного овладения светом божественной эссенции, ты сможешь использовать его силу покорять 5-элементные сокровища. По мере того, как твоя основа культивации будет улучшаться, так же, как и сила твоего света божественной эссенции, тебе больше не нужно будет специально культивировать его. Это довольно редкая способность, и даже культиватору более высокого уровня будет очень трудно справиться с ней, внезапно заметил маленький ребенок. Не думал, свет божественной эссенции превратится в такой монотонный цвет. Когда я культивировал его в прошлом, он действительно становился пятицветным, но как только я полностью овладел им, он изменился. Хань Ли погладил себя по подбородку с озадаченным выражением на лице. Он долго размышлял об этом, но никогда не формулировал этот внутренний запрос. Теперь, когда маленький ребенок поднял эту тему, его собственное замешательство также всплыло на поверхность. Хе-хе, этот метод культивации был создан человеческим культиватором в мире смертных, поэтому неудивительно, что он мог претерпеть некоторые странные изменения, сказал маленький ребенок, небрежно усмехнувшись. Это правда. Если сила эссенции божественного света никак не ограничена этими изменениями, это не имеет значения, кивнул Хань Ли. Хе-хе, лучше всего думать об этом таким образом. Похоже, ты действительно скоро собираешься вознестись в мир духов, брат Хань. В таком случае, я не стану возвращаться с тобой в море 5 драконов. Наши пути здесь разойдутся. Как только голос маленького ребенка прервался, из рукава Хань Ли вырвался шар лазурного света в виде небесного котла. Со звоном крышка слетал с котла, и оттуда вспыхнула серая ци, превратившись в маленького ребенка ростом в несколько футов. Ты уже можешь покинуть небесный котел. Я думал, что тебе все еще потребуется немного времени. Хань Ли был довольно удивлен увиденным. Я работал над ограничением, которое связывало меня все это время, поэтому остатков ограничения уже недостаточно, чтобы сдержать меня, ответил маленький ребенок. Хань Ли изменился в лице и спросил: понятно. Ты планируешь остаться здесь, господин даосист бесконечный небесный зверь? Этот остров действительно не может сравниться с другими местами для культивации. Я просто воплощение своего истинного тела в мире духов, поэтому мне не нужно слишком быстро культивировать. Ресурсы для культивации для меня сейчас совершенно бессмысленны. Я решил остаться здесь, на этом континенте, потому что я недавно обнаружили ауру одного из моих собратьев. Хотя их родословная не очень чистая, я все же решил украсить их своим присутствием, спокойно объяснил маленький ребенок. Хань Ли слегка запнулся, услышав это, а затем сказал с улыбкой на лице: понятно. Тогда я должен поздравить тебя. Ха-ха, не думал, что смогу встретить кого-то из моих собратьев здесь, в мире людей. Теперь я больше не буду сопровождать тебя в твоем путешествии, господин даосист Хань. Мне пора. Маленький ребенок сжал кулак в знак приветствия и, превратившись во вспышку серовато-белой ци, исчез вдали. Он покинул Хань Ли без единого следа колебаний. Хань Ли долго был прикован к месту, глядя вдаль в направлении исчезновения демонической ци. Через некоторое время Хань Ли пробормотал про себя: раз этот зверь вернулся на континент, мирные дни этого континента сочтены. Хотя это не имеет никакого отношения ко мне. После этого он также исчез вдали в виде полоски лазурного света. 2 года спустя полоска лазурного света пролетела над туманными морями моря 5 драконов и исчезла в тумане в мгновение ока.
Когда Ханьли появился в небе над островом, около дюжины культиваторов ринулись ему навстречу. Ханьли слегка запнулся, в его глазах мелькнул холодный свет, но выражение его лица сразу же смягчилось при виде знакомой грациозной фигуры. «Ты, наконец, вернулся, Ханьли!» Соблазнительная фигура летела к Ханьли, достигнув его в мгновение ока. Она смотрела на него такой красивой улыбкой, что все в этом мире побледнело в сравнении с ней. «Почему ты здесь, на этом острове, Ваньер?» Я не планировал в ближайшее время совершать поездку в море рассеянных звезд. Этим человеком был никто иная, как его спутница Наньгун Ван. Я была обеспокоена пространственным узлом, поэтому пришла посмотреть. «Я ждала тебя здесь уже несколько десятилетий», — с улыбкой сказала Наньгун Ван. «Несколько десятилетий. Похоже, ты прибыла вскоре после того, как я ушел», — хмыкнул Ханьли. «Похоже, что так и есть». Я также встретила госпожу Ледяного Феникса. Наньгун Ван тоже усмехнулся с удивленным выражением на лице. «Ты уже встретилась с ней?» Ханьли был довольно удивлен услышать это. «Конечно. Кроме того, мы стали действительно близкими друзьями за последние несколько десятилетий», ответила она с хитрой улыбкой на лице. Услышав это, Ханьли потерял дар речи. Наньгун Ван огляделась вокруг и предложила ему: «Пойдем поговорим на острове». Ханьли, естественно, не стал возражать против этого и просто кивнул в ответ. Таким образом, они полетели в сторону павильона на острове вместе с группой культиваторов, которая появилась, чтобы поприветствовать его. Как только они заняли место в зале павильона, Наньгун Ван распустила всех остальных культиваторов, оставив только Тянь Циньер. «Циньер, как твое телосложение плачущего дракона?» — спросил Ханьли. «Спасибо за ваше руководство в течение этих прошлых лет, мастер. Госпожа Ледяной Феникс наградила меня несколькими каплями ледяной эссенции, так что мое телосложение было полностью излечено. Сейчас я готовлюсь к переходу на стадию зарождающейся души», ответила Тянь Цинь с благодарным выражением на лице. «Приятно слышать. Похоже, что усилия, которые я приложил, не пропали даром», на лице Ханьли появилась радостная улыбка. «Циньер, пригласи госпожу Ледяной Феникс. Скажи ей, что твой мастер вернулся, и что мы хотели бы обсудить с ней некоторые неотложные вопросы», теплым голосом сказала Наньгун Ван. «Да». Тянь Циньер немедленно кивнула и покинула павильон. В глазах Ханьли промелькнуло удивление, и хотя он ничего не сказал, он сразу же бросил пытливый взгляд на Наньгун Ван, как только Тянь Циньер ушла. «Я слышал, что ты искал способы минимизировать опасности, связанные с проникновением в пространственный узел. Ты нашел что-нибудь полезное?» Вдруг спросила Наньгун Ван. «Мой поиск не был совершенно бесплодным, но найденные мной вещи все же разочаровывают меня», Ханьли покачал головой с немного удрученным взглядом. Наньгун Ван слегка нахмурилась и сказала: «Похоже, тебе придется объединить усилия с госпожой Фениксом, чтобы обеспечить наилучшие шансы на успех. Тебе не нужно чрезмерно беспокоиться. В конце концов, ты обладаешь двумя божественными духовными сокровищами, и ты достиг абсолютного мастерства в искусстве эссенции божественного света. Ни один обычный культиватор не сможет сравниться с тобой. Кроме того, у меня также есть сокровища с мощными защитными свойствами, чтобы ты мог спокойно отправиться в свое путешествие». «Что это за сокровище?» На лице Ханьли появилось довольно своеобразное выражение. Наньгун Ван улыбнулась и уже собиралась что-то сказать, как вдруг внезапно закрыла рот. Через несколько мгновений из зала раздался звук шагов, после чего вошла женщина в серебряном одеянии. Она была никто иная, как Ледяной Феникс. Наньгун Ван сразу же поднялась на ноги, увидев ее, и поприветствовала ее с улыбкой на лице. «Пожалуйста, присаживайся, госпожа Феникс. Мой компаньон и я только обсуждали ваше совместное путешествие в пространственном узле». Глава 1264. 6 божественных талисманов. «Ему не нужно входить в пространственный узел со мной, не так ли?» — спросила женщина в серебряном халате равнодушным голосом, садясь в кресло. Наньгун Ван не обратила внимания на отчаянную реакцию женщины в серебряном одеянии и продолжила равнодушным тоном: «Ты верно шутишь, госпожа Феникс. Пространственный узел чрезвычайно опасен, и войти в него одиночку сродни самоубийству. Насколько нестабильным стал этот пространственный узел за последние несколько десятилетий, и он, скорее всего, близок к разрушению. Я не могу войти с ним в пространственный узел. Однако у меня есть условия, на которые он должен согласиться, прежде чем я смогу работать вместе с ним». Женщина в серебряном одеянии посмотрела на Ханьли со своеобразным взглядом в глазах. «Что за условия?» — полюбопытствовал Ханьли. «Я по-прежнему не доверяю тебе, поэтому, если бы я должна буду войти в пространственный узел вместе с тобой, мы должны установить ограничения друг на друга до входа.
В этом случае, если один из нас попадает в беду, другая сторона должна будет помочь ему изо всех сил. В противном случае ни один из нас не сможет покинуть пространственный узел живым. «Я согласна объединить усилия с тобой только в том случае, если ты согласишься на это условие», — ответил ледяной феникс. Услышав это, на лице Ханьли появилась улыбка, и он сразу же согласился: «У меня нет никаких возражений против этого условия. Фактически, оно также облегчает мне жизнь». Напротив, женщина в серебряном одеянии была довольно ошарашена быстрым ответом Ханьли и бросила на него холодный взгляд, а затем продолжила: «В таком случае, мне нужно на некоторое время покинуть это место, чтобы подготовиться. Пространственный узел может продержаться, по крайней мере, еще 3 десятилетия, поэтому я вернусь, чтобы встретиться с тобой здесь ровно через 30 лет. Я надеюсь, что к тому времени ты не передумаешь». Сказав это, женщина в серебряном одеянии ушла, не давая Ханьли время высказать свое мнение. Ханьли нахмурился, но ничего не сказал. Вместо этого Наньгун Ван поднялась на ноги, чтобы проводить ледового феникса из павильона. Казалось, что Наньгун Ван хотела ей что-то сказать наедине. После того, как 2 женщины вышли из зала, Ханьли глубоко задумался, по-видимому, обдумывая предложение ледяного феникса. Через некоторое время он поднял голову, когда Наньгун Ван вернулся в комнату. «Похоже, ты действительно уйдешь через 30 лет», — с нотками сожаления сказала Наньгун Ван. «Сейчас моя главная проблема в том, что этот пространственный узел скоро рухнет, и ты не сможешь войти в мир духов, даже если перейдешь на стадию божественной трансформации», — нахмурившись, вздохнул Ханьли. «Это не проблема. Это не единственный пространственный узел в этом мире, и я уже приняла солнечную воскрешающую воду. Если я смогу достичь стадии божественной трансформации, моя жизнь станет намного длиннее, чем у обычного культиватора стадии божественной трансформации. Я уверена, что за это время я смогу найти еще один пространственный узел в мире людей», — мягким голосом ответила Наньгун Ван. Затем она подошла к Ханьли и медленно опустилась ему на колени. Ханьли обнял ее изящное тело и был слегка очарован, вдыхая ее слабый ароматный запах. Никто из них не хотел нарушать эту идиллию словами, наслаждаясь теплом друг друга. Свет, исходящий из окна, отбрасывал их тень на землю, и в этой тени они уже объединились в единое целое. Через некоторое время Ханьли спросил нежным голосом: «Кстати, Ваньер, что это за защитное сокровище, о котором ты сказала ранее?» Наньгун Ван неохотно освободилась из объятий Ханьли, разглаживая свое роскошное платье, и спросила: «Ты помнишь золотую коробку, которую я нашла в той подземной пещере во время испытания кровью и огнем?» «Золотая коробка?» «А да, я помню эту коробку». Кровавая запретная зона была на самом деле секретной резиденцией древнего культиватора, и в этой золотой коробке находился ограничительный талисман, который давал однократный доступ к самой высокой башне в центре запретной зоны. Даже имея при себе этот талисман, нужно было быть, по крайней мере, на поздней стадии зарождающейся души, чтобы войти в эту область и не подвергнуться воздействию странных ограничений внутри. Как только я достигла поздней стадии зарождающейся души, я немедленно отправилась в государство Юэ, чтобы отправиться в эту башню и получить наследие этого древнего культиватора. Кроме того, я также обнаружила останки культиватора в пределах одного из ограничений в башне. Он явно вошел в башню без ограничительного талисмана и погиб там. При нем были необычные сокровища, так что он, должно быть, был довольно сильным культиватором в самом расцвете сил. Одно из этих сокровищ, скорее всего, будет очень полезно для тебя, поэтому я взяла его с собой». Сказав это, Наньгун Ван похлопала по своей сумке для хранения, выпустив сверкающий 6 цветами шар света, внутри которого был виден серебряный талисман. «Ты имела в виду этот талисман?» Ханьли был поражен чувством, что где-то раньше уже видел этот талисман, но не мог вспомнить, где. «Я не уверена, кто усовершенствовал этот талисман, но позволь мне сначала показать тебе его способности», — улыбнулась Наньгун Ван, подбросив в воздух серебряный талисман, а затем сделала печать заклинания руками и начала читать заклинание своим прекрасным голосом. Вслед за этим произошла невероятная сцена. Серебряный талисман внезапно превратился во вспышку серебряного света и подлетел к Наньгун Ван, окутав все ее тело серебряным световым барьером. Затем на барьере вспыхнул серебряный свет, и сам барьер начал грохотать. Ханьли изначально не обращал на это внимания, но когда грохот стал все более и более отчетливым и беспощадным, он обнаружил, что барьер привлекает в зал большое количество духовной ци, тем самым увеличивая плотность духовной ци в окружающей области. Ханьли изменился в лице и прищурился, пытаясь рассмотреть это. Прямо в этот момент в зале всплыл пучок разноцветного духовного света, который в следующее мгновение выступления устремился к Наньгун Ван, мгновенно исчезнув в световом барьере. Серебряный световой барьер начал беспорядочно вспыхивать, а вокруг Наньгун Ван начали материализоваться слои барьеров, каждый из которых был другого ослепительного цвета.
Несколько мгновений спустя вокруг женщины сформировалось 6 слоев световых барьеров. При виде этого Хань Ли внезапно что-то вспомнил и воскликнул от удивления: это 6 божественных талисманов. 6 божественных талисманов. Он так называется. Ты узнаешь этот талисман. Наньгун Ван была слегка озадачена реакцией Хань Ли, но продолжила делать печати заклинания руками. 6 слоев световых барьеров мгновенно превратились в шестицветный доспех, плотно прилегающий к ее телу. Изобилие духовного света переливалось над поверхностью этого доспеха, создавая захватывающее зрелище. Думаю, что знаю. Даже если я не видел этот талисман лично, я видел его описание в томе, в одной из сект Великого Цзиня. 6 божественных талисманов — это своего рода талисман, который привлекает мир первородную ци из окружающей среды, а не из магической силы культиватора, с яркими глазами ответил Хань Ли. Это был один из 3 тайных талисманов секты Небесного Талисмана, и он долго пытался достать технику изготовления этого талисмана. Однако он не смог найти никаких указаний на это, поэтому ему оставалось только сдаться. Неужели останки, найденные Наньгун Ван, принадлежали старейшине секты Небесного Талисмана? Было ли это также причиной того, что Сян Чжили вошел в кровавую запретную зону? В мыслях Хань Ли промелькнула череда мыслей, но в конце он обнаружил, что они довольно неправдоподобны. Недолго углубляясь в эти мысли, он подошел к Наньгун Ван и начал тщательно осматривать шестицветные доспехи на ней. Помимо ее конечностей и головы, доспехи покрывали практически все ее тело. Кроме того, поверхность доспехов была довольно гладкой, а слабые мерцающие руны на доспехах производили ощущение таинственности. С нынешним уровнем культивации Хань Ли с легкостью мог обнаружить внушающую страх духовную силу, проникшую в доспехи. Это определенно 6 божественных талисманов, но согласно описанию, которое я увидел в том томе, это не пределы силы этого талисмана. Ты еще не использовала его на всю мощь, не так ли, Ваньер? Спросил Хань Ли. Ты прав, я использовала только 1/10 его силы, с улыбкой ответила Наньгун Ван. Хорошо. Этот талисман действительно будет очень полезен для моего путешествия в пространственный узел. Кстати, не видела ли ты технику изготовления этого талисмана вместе с останками культиватора, которые ты обнаружила в башне? Спросил Хань Ли. Нет, мне только удалось найти этот талисман, ответила Наньгун Ван, покачав головой. Хань Ли был немного разочарован услышанным, но подумав об этом, он покачал головой и усмехнулся. Забудь об этом, я был слишком жадным. Мне уже повезло, что ты смогла обнаружить этот талисман. Наньгун Ван тепло улыбнулась Хань Ли и погладила доспехи на ее теле, после чего они приняли форму талисмана. Затем она открыла рот и выпустила вспышку красного света, который, окутав талисман, направил его к Хань Ли. Хань Ли принял талисман без возражений. Предстоящие дни Хань Ли оставался на острове, наслаждаясь времяпровождением с Наньгун Ван. Они оба знали, что независимо от того, сможет ли Хань Ли успешно подняться в мир духов, это, скорее всего, единственное оставшееся время, которое они могли провели вместе. В будущем вполне возможно, что они будут разделены навсегда, и шансы на их воссоединение были весьма бесконечно малы. Таким образом, они оба отбросили все запреты и провели время друг с другом в полной мере. Однако 3 года спустя, в тот момент, когда Хань Ли и Наньгун Ван наслаждались чаем на живописной горе, Хань Ли внезапно изменился в лице. По взмаху руки ему на ладонь приземлился нефритовый талисман. Это был не что иное, как талисман 1000 расстояний. Хань Ли сразу же посмотрел на талисман в своей руке. Хотя сообщение в талисмане было довольно кратким, этого было достаточно, чтобы выражение на лице Хань Ли внезапно изменилось. Сообщение было послано его человекоподобной марионеткой, и в нем говорилось, что высшая божественная пальма наконец принесла плоды. Год спустя полоска лазурного света вспыхнула в темном ущелье во внутренней части долины падения демонов. Хань Ли пробыл в ущелье несколько месяцев и снова покинул его. В мгновение ока пролетело 30 лет. В туманных морях под огромным шаром света собралась группа культиваторов в разных нарядах. Глава 1265. Вхождение в пространственный узел. Хань Ли стоял под шаром света, торжественно глядя вверх. Наньгун Ван молча стояла рядом с ним. Все остальные тоже молчали, словно застыв в ожидании чего-то. Среди этих людей были Тянь Циньер, а также Ши Цзянь, который уже стал мастером секты 1000 бамбуков. Через некоторое время Тянь Циньер невольно спросила: «Мастер, старшая Феникс действительно прибудет сюда сегодня? Это будет довольно хлопотно, если мы сможем снять печать только после полудня». «Не волнуйся, госпожа Феникс прислал мне сообщение месяц назад, так что она обязательно прибудет сегодня», ответил Хань Ли, не поворачивая головы. Тянь Циньер снова замолчала и продолжала ждать, больше не поднимая этот вопрос.
Некоторое время спустя Хань Ли резко повернул взгляд к некоему пятну тумана. Все остальные также перевели свой взгляд в этом направлении. Вскоре из этого направления раздался небесный крик, после чего туман вздрогнул, раскрывая белоснежного ледяного феникса длиной несколько десятков футов. Феникс, несколько раз взмахнув крыльями, достиг Хань Ли и других, а затем, во вспышке яркого света, превратился в женщину в серебряном одеянии. Женщина повернулась к Хань Ли с равнодушным выражением лица и спросила: «Я не опоздала, Энн Такли?» «Конечно, нет. Ты можешь снять печать сейчас, Циньер?» «Госпожа Феникс, мы можем установить ограничения друг друга прямо сейчас», Хань Ли отдал приказ Тянь Циньер, а затем повернулся к ледяному Фениксу с улыбкой на лице. Затем он исчез в тумане в виде полоски лазурного света. Женщина в серебряном одеянии, подняв бровь, последовала за ним в виде полоски серебряного света. Наньгун Ван осталась стоять на месте, глядя в том направлении, в котором исчезли эти двое, с оттенком беспокойства в ее глазах. В этот момент Тянь Циньер и около дюжины культиваторов поднялись в воздух, выстроившись в странную форму под огромным шаром света. После этого вспыхнул духовный свет, и все они вынули несколько пластин и флагов формации вместе с другими сокровищами. Следуя инструкциям Тянь Циньер, все эти культиваторы в унисон подняли свои инструменты формаций. Со вспышкой яркого света инструменты формации стали высвобождать либо столбы, либо пучки света, которые сразу исчезали в шаре света вверху. Затем Тянь Циньер и группа культиваторов приступили к снятию ограничения вокруг пространственного узла. Время шло медленно. Постепенно ограничение ослабло, и шар света, который раньше был довольно размытым и нечетким, засиял ярким, ослепительным светом. Кроме того, его цвет также превратился из тускло-серого в палящий белый, создавая впечатление, будто в тумане вспыхнуло новое солнце. Перед лицом такого пронзительного света даже такой великий культиватор, как Наньгун Ван, была вынуждена прищуриться и отвести взгляд. Тем временем группа культиваторов Тянь Циньер уже закрыла глаза и стала манипулировать своими инструментами формации, используя только свое духовное чутье. В этот момент на плече Наньгун Ван внезапно появилась большая рука, и возле ее уха раздался теплый мужской голос: «Ты все еще волнуешься?» Наньгун Ван сначала напряглась, но тут же расслабилась и повернулась с улыбкой на лице. Хань Ли стоял позади нее, оценивая ее и улыбаясь. «Я все еще волнуюсь, но мы в любом случае нарушаем естественный порядок, преследуя великий Да, поэтому опасность неизбежна. Ты и госпожа Феникс уже закончили устанавливать ограничения?» Тихо спросила Наньгун Ван, слегка вздохнув. «Да. Оба ограничения очень безопасны и не могут быть сняты кем-либо, кроме их соответствующих заклинателей. Похоже, нам теперь не придется беспокоиться о том, что другой человек готовит заговор против другого», криво улыбнувшись, ответил Хань Ли. «Если ты не попытаешься сделать что-нибудь, у меня нет причин строить заговоры против тебя». Позади Хань Ли вспыхнул белый свет, и из пространственного разрыва появилась женщина в серебряном одеянии. «Госпожа Феникс, я бы посоветовал тебе не использовать сейчас твои пространственные способности. Ты должна сохранить как можно больше магической силы, чтобы мы могли лучше справиться с опасностями в пространственном узле», нахмурился Хань Ли. Возможно, это было связано с тем, что оба они установили ограничения друг на друга, но вражда ледяного Феникса по отношению к Хань Ли, казалось, была немного утихла, и она ответила немного более дружелюбно: «Будь уверен, я знаю, что делаю». Хань Ли улыбнулся и не стал продолжать эту тему. Он шагнул вперед и встал рядом с Наньгун Ван, глядя на печать вместе с ней. Женщина в серебряном одеянии тоже замолчала. Примерно через 15 минут, когда шар света в небе достиг своей самой ослепительной точки, внезапно грянул раскат грома. Белый свет отступил, и шар света в небе внезапно превратился в угольно-черную дыру. Это было похоже на бездонную глотку гигантского зверя, внутри которой не было видно ни единого лучика света. Хань Ли и женщина в серебряном одеянии дрогнули при виде этого, и она сказала: «Идем, господин Даосист Хань». Затем вокруг ее тела вспыхнул серебряный свет, и она медленно подлетела к черной дыре. Губы Хань Ли дернулись, и он похлопал по сумке для хранения у себя на поясе. Оттуда мгновенно вспыхнул серебристый свет, и появился второй Хань Ли. Это была его человекоподобная марионетка. Хань Ли поднял руку и наложил печать на голову марионетки со скоростью молнии. Из марионетки появилась угольно-черная зарождающаяся душа и сразу исчезла в теле Хань Ли. Затем Хань Ли указал на марионетку, и из ее тела внезапно вспыхнул блестящий серебряный свет. Сверкая ярким светом, марионетка быстро сжалась и мгновенно превратилась в мгновение в крошечную маленькую деревянную куколку. Почти в тот же момент Хань Ли взмахнул другой рукой, выпустив 2 крошечных синих котла вместе с шаром из трехцветного пламени. «Эти сокровища перестанут быть мне полезны после того, как я пройду через пространственный узел»,
Скорее всего, тебе придется столкнуться с еще большим количеством несчастий здесь, в мире людей, поэтому я хочу оставить тебе эти предметы, поэтому, пожалуйста, прими их». Говоря это, Хань Ли взмахнул рукавом, послав Наньгун Ван во вспышке лазурного света 4 сокровища. После этого Хань Ли поднялся в воздух и полетел к ледяному фениксу в виде полоски лазурного света. Наньгун Ван, стиснув зубы, приманила к себе эти сокровища. Затем она осталась стоять на месте, провожая взглядом удаляющуюся фигуру Хань Ли с печалью в глазах. В этот момент ледяной феникс остановилась перед непостижимо глубокой черной дырой. Когда Хань Ли догнал ее, она спросила: «Разве ты не собираешься поговорить с госпожой Наньгун еще какое-то время? Я не спешу входить в этот пространственный узел, поэтому ты можешь провести с ней еще немного времени, если хочешь». Ледяной феникс демонстрировала редкое проявление человечности. Хань Ли глубоко вздохнул и ответил спокойным голосом: «В этом нет необходимости. Мы с Ваньер уже сказали друг другу все, что хотели, задолго до этого. Нам просто нужно сосредоточиться на прохождении через пространственный узел. Сейчас». Затем он положил руку на макушку собственной головы, и во вспышке лазурного света появился миниатюрный лазурный котел. Затем он осторожно топнул ногой в воздухе под собой, и посреди проекции серебряного лотоса появился зеленый кипригель. Вслед за этим Хань Ли небрежно взмахнул рукавом, и оттуда вырвался серебряный талисман, который, коснувшись его тела, превратился в облегающий костюм из трехцветной брони. Сразу после этого 72 маленьких золотых меча вылетели из разных частей его тела, превратившись во вспышки золотого света, вращающиеся вокруг него. В то же время Хань Ли перевернул руки, вынув блестящее золотое кольцо и маленький нефритовый зонд, размером примерно в несколько дюймов. В глазах женщины в серебряной одежде при виде этого мелькнуло удивление. Однако она просто пожала плечами, выпустив в воздух около дюжины полос белого света, которые превратились в серию длинных полупрозрачных перьев. Перья, сделав круг в воздухе, спустились в женщине, образуя белый защитный барьер. В то же время серебряный духовный свет вращался вокруг ее тела, демонстрируя образ бесчисленного количества мистических птиц. Но самым удивительным было то, что она открыла рот и выплюнула полупрозрачный ледяной ковчег. Выйдя из ее рта, ковчег был уже размером в несколько дюймов, и после этого стал резко расширяться, мгновенно достигнув длины более 100 футов. Тело женщины в серебряном одеянии качнулось, и она, переместившись на ледяной ковчег, повернулась и сказала: «Этот небесный ковчег — высокоранговое защитное сокровище, которое, наконец, обрело форму в моем теле после того, как я культивировала его с помощью моей ледяной эссенции в течение более 10 тысяч лет. Он должен быть в состоянии защитить нас и избавить от множества неудобств на начальном этапе нашего путешествия». Хань Ли, не тратя время на формальности, взошел на ковчег и сказал со спокойным выражением на лице: «Раз у тебя есть такое могущественное сокровище, позволь и мне помочь тебе». Сказав это, из тела Хань Ли сразу же всплыла плотная полоска серого света, после чего вспыхнула темная тень, и появилась совершенно приземленная и неописуемая миниатюрная гора. Миниатюрная гора была всего около 10 футов в размерах, и прежде чем ледяной феникс смогла понять, что это было, она уже вышла из просторов серого света и благополучно приземлился на ледяной ковчег. Сразу же после этого Хань Ли сделал печать заклинания руками, и с горы вырвалось обширное пространство серого света, окружившее весь ледяной ковчег внутри. Женщина в серебряном одеянии не знала, что это за серый свет, но она с первого взгляда могла сказать, что он обладал необычайными свойствами. После этого она активировала серебряный световой барьер на ледяном ковчеге, который укрепил серый свет, исходящий от миниатюрной горы. Затем ковчег ворвался в черную дыру и исчез в мгновение ока. Внизу все присутствующие смотрели на пространственный узел, широко распахнув глаза и боясь моргнуть. Однако вскоре все почувствовали разочарование. После того, как Хань Ли и ледяной феникс вошли в пространственный узел, состояние черной дыры осталось совершенно неизменным, словно ничего не произошло. Наньгун Ван наконец отвела взгляд, отдав приказ Тянь Циньер: «Циньер, размести здесь пару учеников и прикажи всем остальным вернуться. Нет смысла оставлять здесь слишком много людей». «Да», — почтительно ответила Тянь Циньер и организовала здесь пребывание 2 учеников формирования ядра, а затем вернулась на остров вместе с Наньгун Ван и другими. Через месяц никаких изменений во входе в пространственный узел не наблюдалось, и Наньгун Ван приказала Тянь Циньер снова запечатать вход ограничительным заклинанием. Затем она оставила нескольких учеников охранять вход, в то время как все остальные вернулись с ней в море рассеянных звезд. Хань Ли не оставил им лампу души, поэтому никто не знал, прошел ли Хань Ли через пространственный узел и вышел на другую сторону, или пошел по стопам Сян Чжили и других, погибнув в пространственной буре на границе между мирами. Именно поэтому Хань Ли не хотел оставлять лампу души.
В конце концов, всегда лучше иметь надежду, чем впадать в полное отчаяние.